Гибель группы Дятлова в 1959 году будоражит умы до сих пор. И чем больше времени проходит, тем сложнее представить обстоятельства, в которых оказались туристы. В январе 1959 года группа из 9 человек отправились в лыжный поход по Северному Уралу. За 16-18 дней туристы планировали преодолеть порядка 300 километров и совершить восхождение на две вершины. Все, кроме одного, были студентами старших курсов и выпускниками Уральского политехнического института УПИ, 8 молодых людей и 2 девушки. Первоначально группа состояла из 10 человек. Руководитель Игорь Дятлов учился на 5-курсе радиотехнического факультета. 23 января группа выехала в Серов, город на севере области. 28 января 9 человек вышли на маршрут. Юрий Юдин, один из участников, вернулся домой. У него болела нога, и он понял, что пройти не сможет. 12 февраля группу ждали в конечной точке, поселке Вижай, но дятловцы не появились. Когда они не объявились, и через 5 дней на поиски отправили спасателей. Долгие поиски. Искали пропавших, что называется, всем миром. Подняли авиацию, собрали несколько групп студентов, у которых был опыт походов. Одну группу направили на поиски прямо с маршрута, привлекли военных, искали и местные охотники Манси. Искали в основном на участке между горами Атартен и Ойка-Чекура. Судя по маршруту, который утвердил в комиссии по туризму Дятлов, группа могла быть в том районе. После 3 дней поисков, когда все еще надеялись на то, что туристы целы, обнаружили палатку Дятлова с разрезанной крышей. Поисковиков стянули к району палатки. Стало понятно, что дальше надо было прочесывать территорию там. И действительно, на следующий день увидели цепочку следов, которая уходила по склону вниз, к лесу и речке Лозьва. Несмотря на то, что прошло несколько дней, следы были хорошо видны. Правда, их было вроде бы 8 пар, а туристов должно было быть 9. Двигаясь по их ходу, спасатели нашли 5 тел. Судя по тому, как они лежали, погибшие шли не от палатки, а пытались вернуться к ней. Ребята были одеты достаточно странно для зимы, без обуви и без теплых вещей. Было похоже, что они выскочили в том, в чем легли спать. Тогда уже стало понятно, что живыми никого из группы Дятлова не найдут, но не было еще 4 участников. Их тела обнаружили в мае, когда начал активно таять снег. Гибель от холода. Как установила экспертиза, 5 дятловцев, которых нашли первыми, умерли от переохлаждения. У 3 из последней 4 были серьезные повреждения. В ходе следствия было сделано очень много. Всю территорию, где стояла палатка и были найдены тела, прочесали буквально по миллиметру, пытаясь обнаружить что-то, что могло подтолкнуть к разгадке. Почему же туристы покинули палатку, разрезав ее, убежали без теплых вещей и не вернулись на место? Именно отсутствие явной причины и породило огромное количество версий, в том числе и самых невероятных. Скажем сразу, в итоге дело было закрыто с формулировкой, что причиной смерти туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. Оружейная версия. Сторонники этой версии считали, что дятловцы стали случайными очевидцами тайного испытания какого-то новейшего оружия. Эта версия родилась из многочисленных свидетельств об огненных шарах в небе. Ни один и ни 2 человека в разных районах Свердловской области подтверждали, что в феврале 1959 года видели в небе странное явление — светящиеся шары. После тщательной проверки информации о пусках ракет с разных полигонов и космодромов, а основных вариантов 2 — Байконур и Плесецк, выяснилось, что именно в те периоды, когда люди наблюдали в небе огненные шары, проводились пуски ракет-носителей с Тюратама, Байконур. Полигон, конечно, далеко от Свердловской области, но высота полета была такая, что ракеты оказались видны в небе. Шпионская версия. Шпионская версия возникла, когда выяснилось, что одежда дятловцев, что называется, фонит. На ней нашли участки, которые давали повышенный радиационный фон, и сразу возникло предположение, что это как-то могло иметь отношение к гибели туристов. Но итоги те, кто изучали материалы, решили, что фонила не одежда, а пятна грязи на ней. То есть радиоактивные элементы были, скорее всего, в земле, которая пропитала вещи. Учитывая наличие на Урале стратегических предприятий, такое вполне возможно. Мистические версии. Возникла версия о том, что убийство ребят было ритуальным. Якобы они зашли на территорию, где находилось то ли капище, то ли другое священное место — Манси. Они-то и убили дятловцев. Окончательно от мистической версии отказались,
когда экспертиза установила, что палатку разрезали изнутри, а не снаружи, то есть из нее отчаянно пытались выбраться. Если бы убийство было ритуальным, то логично было бы предположить, что в палатку кто-то попытался проникнуть извне. Криминальная версия. Самая короткая версия — криминальная. Естественно, предположили, что туристы могли стать жертвами нападения беглых заключенных или браконьеров. Да, лагеря в округе были, но побегов оттуда не совершалось. Бежать зимой на Урале было равноценно смерти. Браконьеры — тоже маловероятный вариант, потому что в этом регионе Северного Урала промыслы, тем более зимой, не велись. Ссора между туристами. Было и такое предположение, якобы между туристами произошла ссора и драка. Но если была драка, тем более приведшая к смерти, должны были остаться следы, синяки, ушибы, другие повреждения. А у туристов были только ссадины на лицах, вероятно, когда они старались растереться снегом, чтобы хоть как-то согреться. Сход лавины. Евгений Буянов, исследователь из Санкт-Петербурга, мастер спорта СССР по туризму, и Борис Слабцов, мастер спорта СССР по альпинизму, провели собственный анализ возможных причин гибели группы. В том числе изучили погодные условия в районе будущего перевала Дятлова. Они пришли к выводу, что палатка в ту ночь была поставлена по всем правилам защиты от ветра. Он поднялся действительно сильный и здорово похолодало. Но туристы не учли опасность схода снега, и пока готовили место для стоянки, подрезали снежный пласт, нависавший сверху. Он исполз на палатку ночью, причем на один край. Лежавшие там получили самые серьезные компрессионные травмы. Сход снега на палатку вызвал панику. Полотнище разрезали изнутри, вытащили пострадавших. Все, кроме Тиба Бриньоля, могли идти сами, Николая пришлось тащить, поэтому от палатки уходила цепочка из 8 пар следов. Одеваться не стали, боялись схода новой лавины. Видимо, дятловцы рассчитывали дойти до леса, укрыться от ветра там, устроить пострадавших и как-то продержаться. Но у них ничего не было, чтобы нарубить дров, развести огонь толком не удалось, а температура в ту ночь упала до -20 и ниже. К этой истории возвращаются с завидной регулярностью. В 2013 году на экраны вышел американский фильм под названием «Тайна перевала Дятлова», снятый в псевдодокументальном стиле. В 2019 году, когда с момента гибели группы прошло 60 лет, к материалам дела вернулся Следственный комитет, и его специалисты тоже решили, что лавина — наиболее вероятная причина гибели туристов. Расследование установило, что вся группа одновременно организованно покинула палатку. Но что заставило туристов уйти из теплой палатки? Обстоятельства были поистине форс-мажорными, поскольку почти все они покинули палатку без обуви, в носках. Никто также не взял рукавицы и штормовки. Только 2 членов группы покинули палатку в теплой одежде. Обнаруженные поисковиками следы от палатки свидетельствовали в пользу спокойного выхода из нее. Панического бегства не было, хотя одна из стен палатки была разрезана изнутри. Тела 5 туристов были обнаружены через 3 с небольшим недели после гибели, остальных нашли только в мае. Что заставило покинуть палатку? Выдвинуто множество версий того, что именно заставило туристов покинуть теплую установленную палатку. Злые духи, инопланетяне, ультразвук, галлюцинации, сход снежной лавины, нападение людей, нападение диких животных, внезапное помешательство, испытание сверхсекретного оружия. В первые дни после обнаружения погибших поисковики придерживались версии об урагане. В частности, руководитель поисковиков Евгений Масленников телеграфировал после обнаружения первых тел. Пострадавшие были выброшены ураганом из палатки. Направление урагана — северо-восточное, поэтому все они на одной линии от обнаруженной палатки. Положение места трупов свидетельствует об урагане. Однако метеосводки не подтвердили ураганного ветра в районе горы в те дни. К тому же было не совсем понятно, как ветер мог не сдуть палатку и личные вещи, но при этом выбросить из нее людей. Позднее Масленников предположил, что заставить ребят покинуть палатку могло чрезвычайное природное явление или пролет метеорологической ракеты, которую видели в 1 час 2 минуты в Ивделе и в 17 часов 2 минуты наблюдала группа Карелина. Когда к делу подключились профессиональные следователи, приоритетной версией стало нападение людей. Главными подозреваемыми оказались местные манси. Однако против этой версии свидетельствовало отсутствие следов борьбы возле палатки и признаков нахождения там каких-либо других людей. Все ценные вещи и деньги не тронуты. Манси на все вопросы отвечали, что туристов не видели, хотя заметили их лыжню.
что никаких дикарей в этом районе нет и напасть на туристов было просто некому. Поскольку следователи так и не смогли найти никакого потенциального мотива, прорабатывалась даже версия о том, что студенты могли ненароком осквернить какое-нибудь священное место местных жителей. От криминальной версии отказались. Необъяснимые травмы. Еще больше запутало расследование обнаружение новых тел. Первые 5 погибших были найдены еще в первые дни поисков. Остальных удалось найти только в мае. Их тела находились в ложбине ручья возле наспех сооруженного настила из веток, и обнаружить их сразу не удалось из-за обильных снегопадов, которые замели укрытие. 5 найденных первыми не имели серьезных травм, только у Рустема Слободина была обнаружена трещина левой лобной кости, и погибли от переохлаждения, хотя судмедэксперт обратил внимание на наличие синяков и порезов на телах, связав их с лихорадочной заготовкой веток для костра. Однако 3 из 4 обнаруженных в укрытии имели смертельные раны, полученные еще при жизни. У Людмилы Дубининой были сломаны все ребра, у Семёна Золотарёва множественный перелом ребер справа, у Николая Тиба-Бриньоля оскольчатый перелом свода черепа. И только 4-й, находившийся в укрытии, Александр Колеватов, скончался от переохлаждения, хотя также имел травму головы. При этом у Золотарёва отсутствовали глаза, а у Дубининой — глаза и язык, что никак не было объяснено судмедэкспертом.